В древней стране, где живут мудрецы, развивающие свою духовную энергию, в маленькой и далекой деревне родился мальчик по имени Ароку. Это произошло в ту ночь, когда 9 ярких метеоров осветили ночное небо. Прошло 12 лет с тех пор, как прошел метеоритный дождь. И сейчас Ароку направляется на грандиозное соревнование, организованное сектой Рай и одним из 5 великих кланов, в котором участвуют могущественные мудрецы. Тем временем в городе, где будет проходить соревнование, несколько участников пытаются проникнуть в гостиницу. Хозяйка гостиницы прогоняет их и говорит, что у них нет свободных номеров, кроме VIP-комнаты. Чтобы попасть в VIP-комнату, они должны следовать правилам города и получить единственный в своем роде специальный билет. Она говорит, что вчера один человек пытался силой попасть в VIP-комнату, и старейшины их клана убили его. Стражники, которым Ри не верит, пока двое старших культиваторов не прилетают туда на своих мечах и не угрожают убить их тоже. Ри говорит им, что в этом нет необходимости, и старейшины объясняют всем, что с того момента, как они вошли в город, соревнование за право стать новыми учениками секты Райхен уже началось. Они улетают, а затем участники спрашивают Ри, как им получить специальный пропуск. Она утверждает, что ничего об этом не знает, и выяснение этого тоже является частью их испытания. Пока все думают, как получить специальный пропуск, Ароку уже нашел его благодаря своей нестандартной мудрости. Ри показывает ему дорогу в VIP-комнату, и пока все расходятся, Кай-мальчик заинтригован Орику. Ночью начинается дождь, и Кай пробирается в гостиницу. Он собирается постучать в дверь Орику, но тот уже почувствовал его присутствие. Кай вежливо представляется и спрашивает Орику, может ли он рассказать, как тот получил билет в VIP-зону. Сначала Орику делает вид, что унесет эту тайну с собой в могилу, но потом предлагает Каю рассказать правду, если тот станет его слугой на один день. Кай не видит в этом ничего плохого и с радостью соглашается. Войдя в комнату, он понимает, что Орику очень хотел с кем-нибудь поделиться этой историей. Он говорит, что встретил болтливого старика у городских ворот, но никто не обращал на него внимания. Орику предложил ему воды, и Кай говорит, что тоже так сделал, но старик был недоволен. Орику рассказывает, что старик хотел приударить за девушкой, но у него не хватало смелости сделать это в одиночку. Поэтому Орику выступил в роли его помощника и позволил ему заговорить с симпатичной девушкой, а в награду старик дал ему билет. Тем временем у Ри проблемы. Один из мастеров секты разрушения заключил с ней пари. Он хочет, чтобы она продала 100 редисок по очень высокой цене, если хочет сохранить свободу. В противном случае ей придется вернуться в секту. Поэтому на следующий день Ри в плохом настроении открывает прилавок с редиской. Орику выходит проверить ее, и она начинает ругаться с ним из-за того, что он неправильно дышит. Внезапно подбегает какой-то человек и сбивает с ног Орику, и он узнает в нем своего слугу Оку. Боху кричит, что не смог догнать Орику, и как только он отстал, на него напали бандиты и украли весь их багаж. Орику успокаивает его и говорит Рэй, что поможет ей продать редис, если она приготовит ему еду до начала соревнований. Рэй соглашается на его предложение, и вскоре план Орику начинает действовать. Кай и Акью пытаются продать редис, но никто не хочет покупать его по цене в 1 биткоин за штуку. Внезапно появляется Артаку и говорит, что купит весь редис. Все в панике. Кай, переодетый в талисман, говорит, что один покупатель может купить только 3 редиски. И тогда Аху начинает рекламировать Ароку как человека, который выполнил первое задание и нашел билет. Затем он выходит вперед и начинает перечислять преимущества этих особых редисок, которые очищают духовную энергию. Благодаря его актерской игре редис раскупают мгновенно. Позже Рэй выполняет свое обещание, готовит сытный обед для Орику и дает ему маленький мешочек с ключом и медной монетой без каких-либо объяснений. Вскоре начинаются настоящие испытания, и все участники собираются перед Золотым мостом. Двое старших подходят на своих летающих мечах и объявляют, что только те, кто пройдет все испытания, смогут присоединиться к секте Рейкинов и начать путь совершенствования. Перейдя через Золотой мост, толстый мальчик и его охранники проходят испытания и бегут к мосту. Но на входе стоит прочная преграда, и охранники не пускают их внутрь, а Ашу забрасывают на мост. Старшие говорят, что войти могут только те, кому 12 лет или меньше, и просят всех остальных вернуться домой. Многие уходят, но Орику и Аху остаются на мосту. Вдруг к ним подходит Кай, и Орику не может поверить, что ему всего 12 лет. Кай хочет объединиться с Орику, чтобы помогать друг другу. Орику ведет себя высокомерно и говорит, что ему не нужна ничья помощь, но соглашается поддержать Кая, потому что они друзья. Они идут дальше, и Аху случайно сталкивается с огромным мальчиком, похожим на 12-летнюю гориллу. Горилла поднимает Ашу, но, обернувшись и увидев Кая, убегает в страхе. Кай притворяется, что ничего не знает, но Орику продолжает расспрашивать его. Ашу тоже идет за ними, но забывает свой мешочек, и Ашу его поднимает.
Вскоре мост окутывает густой туман, и многие сдаются, потому что им не хватает терпения. Те, кто остался, подходят к фонтану, который бьет током любого, кто пытается из него напиться. Один из мальчиков говорит, что видел, как кто-то бросил в воду золотую монету, и она сама выплыла. Орику говорит им, что они не понимают, что здесь происходит на самом деле. Он снимает ботинок, бросает в воду немного грязи, и из бамбуковых труб начинают сыпаться золотые монеты. Затем он указывает на таблицу преобразования 5 элементов на дне фонтана, которая превращает элементы друг в друга. Таким образом, золото превращается в воду, а грязь в золото и так далее. Все понимают, что если набрать воды из этого фонтана, то она поможет им в будущих испытаниях, но у них нет золота. Орику приходит в голову идея, что можно добыть золото прямо с моста, и все начинают ломать мост, чтобы добыть золото. Но Орику не присоединяется к ним. Вместо этого он достает контейнер для еды, который дала ему Ри, и опускает его в фонтан, и оттуда начинает течь вода. Когда он возвращается, чтобы отдать ей контейнер, она говорит ему, что он покрыт золотом, и просит его хорошо его использовать. Его группа идет вперед, а остальные тоже запасаются водой как могут. Горилла решает забрать с собой весь фонтан, но поскальзывается, и таблица преобразования элементов падает на мост и превращает все золото в пыль. Некоторые люди падают, но двое старших спасают их, а остальные цепляются за перила моста. Группа Орику почти у цели, но Ашу устал от того, что все время таскал тяжести. Орику поднимает огромный мешок с водой, но замечает, что мост рушится. Он говорит друзьям бежать, а сам бросает им мешок с водой, чтобы они быстро перешли мост. Он бежит так, будто от этого зависит его жизнь, и успевает перейти мост вовремя. Его команда подходит к камню, который отмечает конец Золотого моста, и говорит, что любой, кто дойдет до этого места, может присоединиться к секте. Если выбрать путь направо, то тебя сразу примут в ученики, но если выбрать левый путь, то нужно будет пройти еще одно испытание, чтобы стать учеником более высокого ранга. Орико уверенно сворачивает налево и вскоре оказывается в темной пещере. Выйдя из пещеры, он видит перед собой ворота в деревню. Он стучит в ворота, чтобы узнать, что будет дальше, и маленькая дверца открывается. Орико наливает в нее воды из фонтана, и ворота с обеих сторон начинают светиться. Когда свет достигает верха, ворота открываются, и несколько симпатичных девушек высыпают на них конфетти. Они приветствуют Орико и его друзей и провожают их в гостиницу, где их угощают вкусной едой. Вскоре туда приходят и другие участники, но их еда не такая вкусная, как у Орико и его команды. Одна команда превращается в кучку высокомерных девушек, когда они отказываются от мяса, потому что не принесли с собой воды. И они сердито подходят к Орико, чтобы он поделился с ними мясом. Орико игнорирует их, как будто их там нет, и парни злятся. Вдруг туда заходит высокий рыжий парень и говорит, что жители деревни наградили всех участников в зависимости от того, сколько воды они принесли. После команды Орико он был единственным, кто принес воду, а остальные ничего не принесли. Рыжий парень рассказывает, что у него есть информация обо всех участниках, кроме Орико. Поэтому он просит его рассказать о себе. Орико злится и просит сначала представиться, и рыжий парень говорит, что его зовут Шушин. Он наследный принц страны демонов. Но он уверяет, что он не такой особенный, как Кай, второй принц империи Унтай. Даже те трое парней из богатой семьи, но Орику говорит, что они должно быть из семьи богатых неудачников. Парни злятся и нападают на него, но Орику кричит, чтобы позвали на помощь, и вдруг появляется ниндзя и надирает им задницы. Макай спрашивает Орику, знает ли он этого ниндзя, и тот отвечает, что нет. Но люди, которые их встретили в деревне, сказали, что это зона, свободная от конфликтов. И если кому-то нужна помощь, нужно просто позвать на помощь. Кай не понимает, зачем нужна эта деревня, и Орику считает, что это место второго испытания. Поскольку деревня кажется полностью изолированной от внешнего мира, их испытание должно быть заключается в том, чтобы найти выход отсюда. На следующий день Орику и Кай исследуют деревню и замечают, как трое грубых парней издеваются над толстяком, который просто хотел присоединиться к их команде, чтобы помочь. Они набрасываются на него, и Орику кричит, чтобы позвали на помощь, и появляется ниндзя и снова надирает им задницы. Толстяк благодарит Орику и представляется как Бунхо, сын известного учителя. Он признает, что не самый умный, но верит, что может как-то помочь Орику. Его слова искренне, но недостаточно, чтобы убедить Орику, и тот говорит Бунхо, что сначала он должен найти свой путь упорным трудом. Бунхо уходит, а Кай говорит, что он мог бы быть полезен их команде, и Орику соглашается. Но он понимает, что сейчас не время для совместной работы. С другой стороны, Очу тоже собирает информацию о деревне и встречает там рыжеволосую Сусин.
Сусин пытается сблизиться с ним и узнает, что Ачу очень уважает своего учителя, который всегда мыслит нестандартно. Сусин говорит ему, что если он пройдет испытание, то тоже станет учеником Рая и секты. Он спрашивает Ачу, собирается ли тот навсегда остаться слугой Орику, и эти слова западают ему в душу. Ночью Ачу передает Орику всю собранную информацию. Жители деревни не знают, что такое деньги, и чтобы что-то получить, они должны отработать. Кажется, что жители деревни не обращают внимания на конкуренцию, но способ выбраться из деревни и пройти испытание точно есть. На следующее утро Бунхо прибегает к двери Орику и просит о помощи. Он говорит, что вчера пожилая женщина по имени Рю привела его домой и заботилась о нем. Но утром к ней домой пришла жена мэра и начала ругаться. Поскольку жена мэра проиграла, она выместила свой гнев на Бунхо, который прибежал сюда. Кай понятия не имеет, что происходит, но Орику все знает. Он замечает, что пожилая женщина Рю флиртует с мэром на вечеринке, вызывая ревность у его жены. Орику говорит, что эти две женщины важны для того, чтобы найти выход, и Кай считает, что сначала нужно попытаться уладить конфликт между ними. Поэтому он сразу же направляется в дом мэра, протягивает его жене платок и говорит, что хочет поговорить с мэром. Платок принадлежит Рю, который он взял у Бунхо, и Орику уверен, что мэр ответит. Вскоре мэр вызывает его к себе. Кай возвращается из своего путешествия и сообщает Орику, что у мэра и Рю роман, и что самый простой способ решить эту проблему – это чтобы мэр развелся со своей женой и женился на Рю. Но Каю это не нравится, и он хочет, чтобы отношения между мэром и его женой наладились. Орик уже считает, что нужно просто позволить Рю присоединиться к ним, чтобы они могли втроем развлекаться каждую ночь. Кай в ужасе от его логики. Отбросив шутки в сторону, Орику предлагает другой вариант. Позже, когда Рю собирается избить жену мэра за то, что она обидела ее приемного внука Бунхо, Кай подходит к ней и начинает приставать. Они радостно заходят в дом, и Кай уходит, удовлетворив старушку на протяжении 2 дней. Благодаря этому у Рю появляется вкус к молодым мужчинам, а у мэра и жены возобновляются отношения. Кай, охотник за женщинами, рассказывает все это Орику и говорит, что теперь он может покинуть деревню. Он также предупреждает Орику, что его слуга Уу может быть не очень предан ему. Сегодня Бунхо отдал Каю мешочек с деньгами, который Уу уронил на мосту. Кай сомневается, что у слуги может быть столько денег, и просит Орику быть осторожным с Оу, а на следующий день уезжает из деревни. После его успеха другие тоже начинают искать способы покинуть деревню, но Орику остается без дела. Однажды ночью Очу приходит и говорит, что собрал всю информацию, которую просил, и что его миссия тоже скоро будет выполнена. Орику говорит ему, что теперь он может перейти к следующему этапу, но Ашу отвечает, что не может оставить своего хозяина. Орику говорит, что не стоит об этом думать, потому что, пройдя испытание, он начал свой путь становления культиватором, который должен пройти в одиночку. Ашу кланяется и благодарит его, но на лице у него появляется злобная ухмылка. В ответ Орику бросает ему мешочек с деньгами, и тот, схватив его, убегает, оставляя все в беспорядке. Орику всегда знал, что Ашу никогда не был ему верен за те 7 лет, что он служил ему. Ему больно, что Ашу бросил его. Но это его потеря, а не Орику. Он снимает ткань, которой накрыта доска, и видит, что придумал идеальный план, как пройти все испытания в этой деревне и перейти на следующий уровень, как легенда. Вскоре многие участники начинают проходить свои испытания и покидать деревню, но некоторые из них все еще терпят неудачу, включая ту троицу с мозгами набекрень. Их лидер просит Ороку помочь, потому что знает, что тот помогал другим проходить испытания, но Ороку ясно дает понять, что у него нет времени на безымянных персонажей вроде них. После этого Ороку начинает свой великий план по получению наибольшего количества очков в деревне. Он относит, казалось бы, обычной женщине по имени Тетка воду к ней домой. Остальные удивляются, потому что у тетки нет никаких заданий, как у остальных жителей деревни, и они идут за Ороку, чтобы посмотреть, что он делает. Тетка угощает Ороку обедом, а потом просит отнести посылку ее сыну, школьному учителю. Орику доставляет посылку и даже заканчивает стихотворение, над которым учитель долго бился. В качестве награды он просит у учителя его вонючее полотенце и относит его в деревню трансвеститу, который влюблен в учителя. Взамен трансвестит дает Орику горшочек с мясом, приготовленным на пару, и Орику отдает его тому, кому это нужнее. Он продолжает в том же духе и выполняет просьбы всех 120 жителей деревни всего за 1 день. Тупоголовая троица не понимает, зачем он это делает, ведь единственная причина поддерживать хорошие отношения с жителями деревни – это получать задания. А большинство людей уже передали свои задания кому-то другому. Орику приходит к ним и говорит, что они, наверное, тупые из-за какого-то кровосмешения в их семье, и парни нападают на него. Это сигнал для ниндзя, и она снова избивает их. Орику сделал это специально, потому что ниндзя – 121-й житель деревни, и она еще никому не дала его задание. Он просит у ниндзя задание, но она говорит, что этого недостаточно, и исчезает. Орику понимает, что она говорила о его отношениях с жителями деревни и делает все возможное, чтобы угодить всем.
Когда он думает, что они уже довольны, он снова затевает драку с тупоголовыми парнями. Сначала они пытаются сдержать гнев, но потом Орику называет их маму шлюхой, и они тут же бросаются на него, вынуждая ниндзя снова появиться. Ей не нравится, что он использует ее как телохранителя, и она решает дать ему свое задание. Ей просто нужны деньги, но только те, что можно потратить на этой горе. Орику растерялся, потому что в деревне нет денег, но потом вспомнил о монете, которую дал ему Рэй. Однако он отказывается отдавать ее ниндзя и говорит, что это память о его покойной жене, чем очень ее злит. Позже Орику идет к мэру деревни и рассказывает ему о преимуществах денег и капитализации, обещая, что их деревня станет такой же, как США, если они начнут использовать деньги. Но глава деревни отказывается менять традиции деревни по какой бы то ни было причине и убегает. Тем временем ниндзя, который на самом деле является Реей, наблюдает за этой сценой через магический бассейн вместе с Оу, неуравновешенной и беззаботной старейшиной секты, которая придумала это испытание. Оу считает, что Орику — это сбой в ее идеально продуманном тесте, и она недовольна тем, что Рэй решила помочь ему, хотя они друзья. Рэй говорит ей, что она в долгу перед Орику, поэтому у нее не было выбора, кроме как помочь ему. Она также отчитывает Абу, чтобы та вела себя как подобает старейшине, но Абу закатывает истерику, что не получает зарплату за хорошее поведение. Внезапно туда приходит глава секты, злится на выходки Абу и отправляет ее тренироваться в одиночестве. Тем временем Орику снова пытается затеять драку с парнями, но Рэй приходит и уводит его, прежде чем это успевает случиться. Она спрашивает, чего он хочет, и он отвечает, что она единственная в деревне, кто знает о деньгах. Он не хочет отдавать ей монету, которая у него есть. Поэтому он просит ее одолжить ему немного денег, чтобы они могли отдать их ей и пройти испытание. Рия говорит ему, что не может этого сделать, и он должен отдать ей что-то ценное, что есть на этой горе. Орику решает отдать ей ключ, который он получил вместе с монетой, потому что знает, что ему это не поможет, но для ниндзя это очень важно. Она принимает его подарок и говорит, что он прошел испытание. Она провожает его к выходу, и Орику идет в пещеру, когда она исчезает. Рю смотрит ему вслед вместе с Абу, который спрашивает, для чего нужен ключ. Она говорит, что ключ был от сейфа, в котором хранились все деньги, которые она получила за продажу дорогой редиски. Абу в шоке, потому что Рю отдал Орику что-то настолько ценное, но она утверждает, что всегда верила, что он сделает правильный выбор. Тем временем Орику подходит к сундуку с сокровищами, который находится глубоко в пещере. Магическая доска сканирует его и показывает информацию о нем. Сундук открывается, и Орику получает награду за свои достижения в деревне. Абу тем временем болтает с другим старейшиной секты о том, что система вознаграждения устроена так, чтобы участники могли достичь цели и быть принятыми в секту. Он говорит, что это бесполезно, потому что лучший из них будет принят в секту, даже если он не достигнет цели. Другой старейшина приходит проверить, как идут дела у участников, и спрашивает Абу об их потенциале. Она рассказывает ему о Кайо, который был первым, кто покинул деревню, хотя у него был только средний потенциал. Сейчас он застрял на третьем этапе испытания, который заключается в том, чтобы пересечь заснеженную долину, где всегда бушуют сильные метели. Кай находится в долине уже полмесяца, используя свою награду, которая может понизить уровень противника, пытается сразиться с гигантским мамонтом. Несмотря на то, что мамонт потерял 3 уровня, он все еще слишком силен, и меч Кая ломается, когда он пытается его одолеть. Кай падает с обрыва, когда мамонт преследует его, и ему удается спастись, вонзив меч в скалу. Когда он спускается, он встречает О, который спрашивает, не пытается ли он пройти этот уровень в одиночку. Кай ему совсем не доверяет, но ведет себя так, будто ничего не случилось. О говорит Каю, что им нужно объединиться, чтобы победить мамонта, и у него уже есть много людей в команде. Они считают, что объединив силы, они смогут победить монстра. Но пока они ждут подходящего момента для атаки, мамонт начинает расти. Ому увеличил сложность испытаний, чтобы монстры становились сильнее, чем больше людей с ними сражаются, и старейшины не думают, что теперь никто не сможет пройти испытание. Внезапно на место прибывает Орику, и все в шоке, потому что он должен был отстать от них на 2 недели. Оказывается, он получил несколько наград. Первая из них – это обувь для ходьбы по облакам, которая позволила ему преодолеть такое большое расстояние всего за 3 шага. Но теперь они уже износились. Следующий предмет – мистический ледяной меч, и даже Абу поражен, увидев его в руках Орику. Она понимает, что он, должно быть, набрал невероятное количество очков, чтобы получить такую редкую награду. Но без должной подготовки никто не сможет использовать облачные туфли или ледяной меч, и она задается вопросом, как это удается Орику. Тем временем Орику создает метель с помощью своего меча и атакует мамонта, который подбрасывает его высоко в небо. Орику умело использует силу притяжения и наносит мамонту мощный удар, мгновенно побеждая его. Когда мамонт исчезает, снежная долина мгновенно превращается в луг с зеленой травой, и все ошеломлены. Даже Орику не понимает, что произошло.
Внезапно его меч ломается, и он говорит, что это должно быть был одноразовый предмет. Он думает, что экзаменатор, который позволил ему использовать его, был сумасшедшим. Как только он это говорит, перед ним появляется Ому, ярко сияя, и спускается вниз. Она нежно касается его лица, а в следующее мгновение начинает плакать, потому что меч сломался. Она начинает отчитывать Орику, который использовал такую огромную силу, что все испытания, которые она подготовила, были уничтожены, и теперь ей придется пройти их все. Орику удивляется, узнав, что она сама придумала эти испытания, а затем Абу начинает трогать его повсюду. Она находит особый предмет, называющийся золотой печатью, который принадлежит лидеру секты. Она понимает, что Орику мог использовать редкие предметы благодаря золотой печати, и решает украсть их, потому что с их помощью она могла бы получить доступ к секретной сокровищнице. Однако золотая печать улетает, и Абу гонится за ней, пока не находит перед собой лидера секты. Она пытается вести себя мило и просит его отдать ей то, что она искала, но он в ярости, потому что из-за нее сломался мистический ледяной меч. Чтобы компенсировать это, он решает вычесть из ее зарплаты 20 лет и улетает, а она плачет. После этого лидер собирает всех старейшин, чтобы решить, что делать со студентами. Они считают, что 15 студентов – это слишком много, потому что у них нет на это бюджета. Лидер решает, что они проведут еще одно испытание, и на этот раз старейшины будут оценивать участников лично. Все соглашаются с его решением, и они вызывают всех участников в мистический облачный зал. Двое старейшин дают инструкции для дополнительного испытания. Участники будут проходить его перед старейшинами по одному, и после тщательной оценки только трое из них смогут присоединиться к секте. Сушан решает проявить инициативу и заходит в комнату, где магический круг на полу измеряет его способности и потенциал. Старейшины впечатлены, и они вызывают следующих участников, чтобы оценить их. Ароку последний, и когда он встает на магический круг, его потенциал оказывается намного выше, чем у остальных. Все старейшины удивлены и считают, что он родился с небесной духовной основой, которая наделяет своего обладателя легендарными способностями. После этого старейшины начинают думать, кого из трех студентов выбрать. Победителями оказываются Сушин, Боха и Ароку, и все ошеломлены. Никто не может поверить, что Орику не выбрали, и когда все уходят, он остается, чтобы проклинать старейшин за то, что они его подвели. Сушин пытается утешить его и предлагает ему место в своей стране, но Аркоку отказывается и оскорбляет его за излишнюю самоуверенность. Он собирается уходить из зала вместе с Каем, но тут девушка, объявившая результаты, останавливает их и называет причину, по которой они не прошли отбор. Во-первых, она говорит Каю, что у него действительно большой потенциал, но техники секты Рен ему не подходят. Она заявляет, что цель секты Рен – превзойти человечество и стать богами. Но это уже невозможно. Поэтому они не выбрали Кая, потому что он еще меньше подходит для этого. Она предлагает Каю рекомендательное письмо в секту Маппа, утверждая, что оно ему больше подходит. Затем она подходит к Орику и говорит ему, что у него духовная основа пустоты, которая является самой редкой и могущественной из всех духовных основ. Однако ни одна техника не подходит для этой духовной основы, и даже легендарные культиваторы, у которых она была, не смогли стать богами. Поэтому она не представляет ценности для любой секты. Она радостно сообщает ему, что один старейшина думал, что он может стать их талисманом из-за его особой духовной основы, и Орику ухватился за этот шанс. Старейшина говорит, что она просто пошутила, но он отказывается позволить ей отказаться от своих слов. Внезапно Абу вмешивается и говорит, что они не могут тратить свои ресурсы на того, кто даже не собирается здесь учиться, и Орику предлагает им заплатить. Он достает монету, которую дал ему Рае, и подбрасывает ее в воздух. Все в шоке, потому что эта монета стоит миллионы, и все гадают, откуда она Орику. Оми не удивлена, потому что знает, что Рэй отдала ее Орику. Глава секты расспрашивает ее и узнает всю историю о том, как Орику помог Рэй, и она отдает ему монеты, которые выиграла у него в споре на Редис. Пока глава продолжает возмущаться, староста говорит, что Рэй должна была помогать другим, а не этому человеку по имени Ашу, который остался в VIP-комнате. Ты сходишь с ума от этих слов и отчитываешь его за то, что он так одержим Рэй, что не замечает ничего вокруг. Он даже не может посмотреть ей в глаза и возвращается в зал. Там он говорит Орику, что монета, которую он только что использовал, была создана мастером Шаном, основателем секты Рюэн. Владелец монеты может загадать любое желание, и Орику заявляет, что хочет стать главой секты Рюэн. Глава говорит, что это слишком нереалистично, и Орику просит стать наследным учеником, что на одну ступень выше внутреннего ученика. Глава спрашивает старейшин, кто хочет взять Орику в ученики, потому что за наследным учеником следит непосредственно старейшина. Все отказываются, и глава решает отдать Орику Абу, у которого нет ни учеников, ни обязанностей. После этого Сушин и Боха становятся внутренними учениками. Кай уезжает в город на должность смотрителя, а все остальные находят в городе рекрутеров из небольших сект, когда начинается отбор. Тем временем Орику некуда идти.
Вскоре Абу спускается к нему и говорит, что теперь она будет его наставницей. Она ведет себя застенчиво, говорит, что это у нее впервые, поэтому он должен быть нежным. Ароку думает, что она королева извращенцев, но потом мрачнеет, размышляя, будет ли его развитие успешным с его духовной базой. Абу говорит ему, что ему не о чем беспокоиться, потому что она не собирается отказываться от того, чтобы сделать его мастером-культиватором. Они пожимают друг другу руки и представляются, а затем Ому хватает Ароку и улетает в свой дом, который называется Аморфными пиками. По дороге она говорит Ароку, что ключ от всего региона находится на горе Рейген, на которой всего 12 пиков. Она утверждает, что Аморфный пик занимает 4-е место, и там должно быть достаточно ключей для них обоих. Однако, когда они добираются до вершины, Ароку обнаруживает, что Абу живет в крайней нищете из-за своих долгов и расточительности. На Аморфном пике нет деревьев, потому что она продала их на дрова и забыла посадить новые. Ее дом тоже очень маленький и обветшалый. Абу объясняет, что она занимает 5-е место среди 10 старейшин Раи секты и разработала свой собственный стиль культивации. Абу говорит, что она находится на самой низкой ступени среди всех старейшин, а глава секты всего в 3 уровнях от того, чтобы стать богом. После этого Ому ведет Ароку в столовую для внешних учеников, чтобы научить его, как бесплатно питаться. Когда они возвращаются домой, Ому дает Ароку несколько тестов, и она впечатлена его умом. Позже она спрашивает его, почему он хочет стать совершенствующимся, и он отвечает, что хочет стать богом. Оби говорит, что это недостижимая мечта, и Орику отвечает, что его вторая цель – прожить долгую жизнь. Она говорит ему, что самому старому человеку в мире культивации больше 3,5 лет, но сейчас он всего лишь подопытный. Оби говорит Орику, что какой бы ни была его цель, ему нужна непоколебимая сила воли, чтобы выжить, потому что если он умрет, то все его усилия будут напрасны. Обучение Орику начинается с этого урока, и 2 года пролетают незаметно. Однажды утром, вернувшись домой после обычной тренировки, он обнаруживает, что Оби напился и потерял сознание. Он принимает лечебную ванну, чтобы расслабить свои накачанные мышцы, а затем использует телепортационный круг, чтобы пойти на занятия с остальными учениками. В классе полно извращенных внешних учеников, которые пришли изучать бесполезную историю только потому, что их учит симпатичная старейшина Хан. Однако сегодняшний урок очень важен, потому что он посвящен эпохе разрушения, которая привела к гибели многих известных мастеров культивации. Эпоха разрушения началась 6 лет назад, и божественный ключ континента внезапно начал исчезать, а через 200 лет полностью исчез. В результате многие высокоуровневые культиваторы сошли с ума, потеряв свой божественный ключ, и некоторые техники высокого уровня тоже были утеряны. После окончания урока все идут в столовую, и даже внутренние ученики идут в столовую для внешних учеников. Дело в том, что недавно нанятый шеф-повар в столовой готовит какие-то странные блюда, утверждая, что они помогут студентам, но никто не может это есть. Единственный, кто доедает до конца, это Банха, но ему кажется тоже тяжело. Орика решает не ходить в столовую и отправляется в лес, где встречает Ри, которая пришла с вкусной едой. Пока он ест, она спрашивает его о его успехах. Он говорит, что у него все хорошо, и спрашивает, кто ее сюда отправил. Рэй рассказывает, что наняла трио безмозглых и обучила их работать на нее, так что они справляются. Затем она спрашивает Ардику о его парне, и он давится едой, пытаясь сказать, что Кай просто друг, который пишет ему письма каждый месяц. У него все хорошо в секте Манпос, и он уже перешел на 7-й уровень сбора Кай в своем теле. Рэй говорит, что Кай намного опережает их внутренних учеников, которые едва могут собирать ки. Однако у Ардику еще хуже, потому что он может только выполнять физические упражнения и пока не может собирать ки. Ардику говорит, что ему еще нужно создать прочный фундамент, но он уверен, что станет сильным через 10 лет. Ри решает научить его, потому что у нее есть свободное время, и он падает на колени, чтобы поблагодарить ее. Они сначала бегут в место, где осень длится круглый год, и Ри показывает Ардеку технику покорения дракона, с помощью которой она раскалывает дерево пополам. Он жалуется, что не может этого сделать, потому что у него нет ключа, и Ри решает научить его. Она просит его как можно точнее повторять за ней и сосредоточиться на дыхании, чтобы почувствовать мир вокруг. Орика повторяет за ней и вскоре начинает чувствовать ключ. Он чувствует, как ключ проходит сквозь его тело, и вскоре осваивает технику, которую показала ему Ри. Она говорит, что если он хочет догнать Сушина и остальных, то должен тренироваться дважды в день. Орика возвращается домой и засыпает от усталости. Проснувшись, он обнаруживает, что Абу крепко обнимает его, потому что пробралась к нему в постель, когда была пьяна. Орика в смятении отталкивает ее и собирается на утреннюю тренировку. Когда Абу узнает, что он учился боевым искусствам у кого-то другого, она приходит в ярость. Она набрасывается на Орику за то, что он учится у
кого-то другого, когда у него есть лучший мастер в мире, а он просто просит ее. Орика собирается уходить, и Абу говорит, что хочет вызвать его нового мастера на бой. Она обещает сделать все, что он скажет, если новый мастер победит, и Орика рассказывает об этом Ри, которая не собирается участвовать в их споре. Орика говорит, что Абу обещала использовать только базовые приемы боевых искусств, но Ри считает, что она может победить обычных людей и без них. Однако Орика говорит, что Абу оскорбила его нового мастера, назвав его уродливой гориллой с мускулами, и это выводит Ри из себя. Она направляется к аморфному пику, излучая убийственное намерение, и даже охранники не могут ее остановить. Рэй кричит на Абу, чтобы та вышла и сразилась с ней, и та лениво поднимается с места, где дремала после обеда. Рэй рада видеть свою подругу, но затем Рэй бросает в нее ветку дерева и говорит, что теперь она новая хозяйка Орику, которую та оскорбила. Рэй заявляет, что пришла принять вызов, и Абу с радостью соглашается. Они стоят друг напротив друга на бамбуковой плантации, и Абу направляет свою силу Кай в свой бамбуковый меч. Тем временем Рэй собирается сразиться с ней голыми руками и даже не вздрагивает от ее духовного давления. Абу нападает первый, и после нескольких ударов Рэй одерживает победу. Позже Абу признает свое поражение и говорит, что Ри может делать с ней все, что захочет в рамках их пари. Ри говорит, что Орику может делать все, что ему заблагорассудится, и просит Абу научить его правильно культивировать. Абу обижается на это и говорит, что она хорошо выполняет свою работу, потому что глава секты обещал ей много денег и красивых мужчин, если она будет его тренировать. Она утверждает, что ежедневные лечебные ванны действительно помогли ему вырасти, и Рэй может это подтвердить. Она говорит Орику, что главная причина, по которой его тело так быстро растет, это лечебные ванны. Она считает, что у Абу должна быть серьезная причина, раз она так усердно работает над его телом. Затем Абу говорит Орику, что его духовная основа может легко поглощать энергию из окружающей среды, но она также легко ее выпускает, не удерживая. Поэтому она хочет научить его технике аморфных костей, которая укрепит его кости и поможет ему не впускать и не выпускать из тела ключ. Орика впечатлена, но когда он спрашивает Абу, сколько еще ему нужно ждать, чтобы научиться этой технике, она начинает нервничать и что-то бормотать. Рея проверяет воду в ванне и обнаруживает, что Абу давно не добавляла в нее лечебные травы, потому что они стоят денег. Она откладывала деньги, которые получала за обучение Орику, на выпивку, и Орику с Рией злятся на нее за это. Наконец, Абу добавляет в воду лечебные травы, и Орику чувствует себя посвежевшим и помолодевшим. Когда он выходит из ванны, Абу начинает учить его технике аморфных костей. Она говорит, что обычно люди считают, что чем старше техника, тем она лучше, но это не так. Она утверждает, что поскольку техника уникальна для каждого, нужно находить и создавать техники, которые подходят именно тебе. Абу говорит, что большинство техник не меняются со временем, но ее техника аморфных костей уже 98-я по счету, и ее можно бесконечно модифицировать. Поэтому она считает, что это лучшая техника для работы с пустотным духом Орику. Тренировки начинаются на следующий день, но Орику тяжело, и после них у него все болит. Абу говорит, что результаты будут заметны примерно через месяц, но она уже видит изменения в теле Орику. Затем она поднимает его на бамбуковом стебле и несет домой, потому что он не может двигаться после этой адской тренировки. Вскоре он возобновляет дневные занятия и практикует технику аморфных костей по ночам. Проходит месяц, и Орику достигает третьей ступени техники аморфных костей, но до совершенствования ему еще далеко. Тогда Орику решает обратиться к Рэй, потому что ему нужна помощь, ведь техника аморфных костей пока не приносит ему пользы. Наоборот, он стал медленнее и даже перестал чувствовать, как энергия проходит через его тело. Рэй говорит ему, что это должно быть потому, что техника аморфных костей – это техника высокого уровня, которая перекрывает эффект от тренировок боевых искусств. Орику возмущается, а потом просит научить его боевым искусствам, которые не будут перекрыты. Она соглашается и решает научить его технике, которая значительно улучшит его ловкость и равновесие. Она ведет его в лес и начинает бегать и прыгать через реку и деревья, и благодаря своим физическим способностям Атаку быстро учится. В знак благодарности он собирает лекарственные травы в горах и оставляет их у порога Рэй. Он продолжает тренироваться с новым спарринг-партнером, которым оказывается горный медведь, и даже приносит ему отвратительную еду, приготовленную новым поваром, чтобы порадовать его. После боя и игры в догонялки с медведем Орику возвращается домой и видит, что Абу серьезно читает книгу о совершенствовании. Затем Абу говорит Орику, что он уже достиг 7-й ступени техники аморфных костей, и теперь ему нужно особое растение, называемое кровавой ягодой, чтобы перейти на следующий уровень. Она говорит ему, что достать эту ягоду совсем непросто. Его можно найти только на вершине лазурного облака, но, к счастью, у учеников более низкого уровня есть шанс туда попасть. Шанс заключается в испытании на лазурном пике, которое состоится через неделю, и Орику подходит по всем критериям, чтобы присоединиться к команде. Но ученик думает, что Орику даже не подходит для этой команды, но Орику настаивает и обещает, что будет полезен. Мальчик идет к другому наставнику, чтобы спросить, что ему делать,
делать, и тот говорит, чтобы Орику присоединился к команде, но не тратил силы на заботу о нем. Тем временем Орику приходит Крия за дополнительными занятиями, и она дает ему меч и решает научить его им пользоваться. Вскоре наступает день испытания, и лидер группы представляется как Гоку, а девушка по имени Каку его заместитель. Сушин и Бунхо тоже там, а еще пара близнецов. Даже Ашу там, он все такой же бесполый и покрасил свою форму в другой цвет, чтобы выделяться. Орику приходит последним, и даже после этого он стоит впереди всех. Гоку ведет всех через телепортационный круг, но он не знает, что Ашу отправил за ними своих прирученных гоблинов-обезьян. Когда они добираются до места назначения, Гоку говорит, что испытание продлится 5 дней. Их цель находится на другой стороне долины, и по пути им разрешено собирать целебные травы. Он сразу же бежит через лес, и все ученики более низкого уровня выбиваются из сил. Но Орику легко не отстает от Гоку. Видя, что все остальные выбились из сил, Гоку решает сделать перерыв, но потом говорит, что им нужно ускориться. Он планирует добраться до цели за 3 дня, чтобы у каждого было 2 дня на поиски трав, и это придает всем решимости. На этот раз Гоку бежит быстрее, и все безропотно следуют за ним. Но Орику единственный, кто не устал. После того, как некоторые из них падают, Гоку снова делает паузу, а потом Банха напоминает ему, что пора обедать. Гоку говорит, что здесь много диких фруктов и овощей, так что они могут наесться досыта. Банха слишком возбужден и съедает несколько ужасно горьких ягод, прежде чем Гоку заканчивает свою лекцию. Он рассказывает, что здесь много растений, о которых рассказывают на уроках ботаники, и спрашивает у всех, какие у них оценки по этому предмету. В то время как все находятся на начальном уровне, Сушин получил 5 по ботанике, и Гоку впечатлен. Но у Орику профессиональная подготовка по ботанике, и он уже собрал несколько вкусных фруктов и ягод для всех. Гаку с трудом в это верит, а Орику хвастается, что у него сейчас 5 других профессиональных курсов, и скоро он получит 5 по всем. Все начинают хвалить его как гения, но они не знают, что Орику так много учился только последние 2 года, потому что Абу его ничему не учил. Все начинают есть, и Оу берет огромную порцию еды и бросает ее в кусты, подкармливая обезьян, которых он привез с собой. Ванхо говорит, что не наестся, пока не съест мясо, и Орику решает поохотиться на монстров. Гоку тут же останавливает его, говоря, что монстры здесь 2-го уровня. Но его слова даже не пугают Орику. Он спрашивает, действительно ли монстры 2-го уровня такие сильные, и Гаку пугается, прежде чем ответить, что они такие же сильные, как культиваторы, достигшие стадии Кай. Он говорит, что если на них нападет группа монстров 2-го уровня, им придется бежать, несмотря на их численность. Внезапно Гаку чувствует присутствие монстра поблизости, и все достают оружие, чтобы сражаться с ним. Однако Орику спокойно идет вперед, говоря всем, что он их защитит. Он достает свой меч, и вдруг из кустов выпрыгивает гигантская лиса. Свирепая на вид гигантская лиса нападает на Орику, который отбивается мечом. Ну, она гигантская только в воображении Орику. Монстр, который только что вышел из кустов, был лунной лисой, монстром 1-го уровня, который любит играть с людьми. Гаку останавливает Ароку, который издевается над маленькой лисой, и уводит его. Они снова продолжают свой путь, и Гаку оглядывается и видит, что все значительно улучшились. Однако Ароку больше не бежит рядом с ним, и, как ни странно, он сильно вспотел. Гаку сразу останавливает группу, полагая, что хотя Ароку и гений, он еще не достиг стадии Кай, поэтому все это для него слишком. Однако Ароку просто хочет обогнать остальных. Он говорит Гаку, что раз он не может идти в ногу, пусть бежит вперед, пока они отдыхают, а потом они все встретятся в назначенном месте. Гаку говорит ему, что это глупая идея, и пока они спорят, Очу придумывает, как повысить свою репутацию. Он приказывает своим обезьянам напасть на группу, чтобы отпугнуть их. Обезьяны слушаются и показываются из укрытия. Но пока Ашу готовится к нападению, происходит нечто странное. Вместо маленьких гоблинов-обезьян появляются гигантские каменные обезьяны, и Гоку едва успевает спасти Ашу от их атаки. Вскоре вся группа оказывается окружена гигантскими обезьянами, и Гоку объявляет, что испытание окончено. Он приказывает Каку отвести всех в безопасное место, а сам остается, чтобы задержать обезьян. Он кладет на землю 2 талисмана и призывает 2 меча, которыми создает стену между собой и обезьянами. Все остальные убегают, но к своему ужасу видят, что перед ними появляется еще более крупное чудовище – лунный вой. Каку паникует, но не зная о силе монстра, Орику начинает тыкать в него. Чудовище воет и выпускает мощные звуковые волны, которые могут всех убить. Каку защищает остальных студентов духовным барьером и думает, что Орику погиб.
Но тот приказывает уродливому монстру заткнуться и избивает его. Все ошеломлены, увидев это, а когда прибегает Гоку, он бледнеет, увидев лунный вой. Каменные обезьяны следуют за ним, и Орику говорит чудовищу, которое он только что победил, разобраться с ними. Лунный вой бросается на обезьян, и через некоторое время обе стороны выдыхаются, а Орику гордо смеется, стоя на их куче. Тем временем Каку лечит Гоку, который считает, что Орику физически намного сильнее их, поэтому он так легко победил лунный вой. Кажется, Гаку серьезно ранен, и он решает, что они могут просто отменить испытание. Каку соглашается, и она уже собирается использовать талисман, чтобы позвать старейшину и попросить его вмешаться, но Орику хватает ее за руку. Он убеждает всех использовать талисман, чтобы вызвать Оиуса, как они и планировали. Пока все кланяются ей, Абу говорит, что можно пропустить формальности. Она хвалит Гоку за храбрость и спасение всех ценой своей жизни, и он понимает, что она лучше, чем он думал. Абу ведет себя как настоящий учитель и отправляет всех обратно с помощью своего волшебного бамбука, а сама остается с Орику. Она говорит, что в этой местности появились сильные монстры, и она должна выяснить причину. Все благодарят ее и расходятся по домам, а Абу смеется, как злодей из клише. Она забирает из долины все ценные лекарственные растения, и Орику только и остается, что удивляться ее жадности, гадая, как они будут разбираться с последствиями этой кражи. Позже Ому сбегает из секты, чтобы ее не наказали, и оставляет послание старейшинам. Она пишет, что ей очень стыдно за свои грехи, и она отправилась в путешествие, чтобы искупить их. Старейшины разочарованы в ней и думают, что сказать седьмому старейшине, который на самом деле отвечает за пик лазурного облака, когда он вернется из путешествия. Они решают связаться с ним и рассказать о поступке Абу, но он говорит, что не нужно ее винить. Он считает, что у нее должна быть веская причина забрать лекарственные растения. С другой стороны, Абу оставил Орику несколько книг по технике аморфных костей и лекарства. Он изучает книги, принимает лекарства, чтобы повысить свой уровень, и проводит время как обычно. Однажды, когда Орику принимает лечебную ванну, к нему домой приходят Гоку и другие участники испытания Лазурного пика. Орику выходит к ним в одном полотенце, и девушки смущаются, увидев его тело. После этого он спрашивает, зачем они пришли, и Гоку отвечает, что они пришли поблагодарить его за спасение. Орику приглашает их войти и говорит, чтобы они оставили подарки здесь и возвращались домой, потому что в его доме холодно. Каку недоволен его высокомерием, но Гоку дарит ему подарок, и все уходят, кроме Бунхо, который хочет взять у Орику несколько уроков. Он говорит, что старший наставник не учит никого лично, и он даже не понимает, что говорят учителя. Бунхо уговаривает Орику стать его наставником по фехтованию. Они идут на тренировочную площадку, где Бунхо размахивает мечом, как его учили на занятиях, и Орику говорит, что он зря тратит время. Он предлагает ему сразиться с ним, чтобы понять, на что он способен. Бона нападает на Орику, но тот сбивает его с ног одним ударом. Он просит его объяснить причину поражения, и Бона отвечает, что его стиль боя и телосложение хуже. Орику насмехается над ним, говоря, что его научили технике боя секты Райхен и что его уровень развития выше, чем у него. Он заявляет, что мистер Толстяк Мавит ничего не может сделать, потому что он просто куча мусора. Орику оскорбляет его и говорит, что старейшины должно быть сошли с ума, раз приняли такого человека в ученики. Он даже оскорбляет его родителей, и тут Бунхо не выдерживает. Он в ярости нападает на Орику и сбивает его с ног. Бунхо был потрясен тем, чего он только что достиг, а Орику спрашивает его, почему он раньше не понимал, что воину нужна ярость, чтобы высвободить свою истинную силу. С другой стороны, есть кое-что удивительное. Его рука сначала онемела после удара Бунхо, но боль быстро распространилась по всему телу и утихла, когда он сделал глубокий вдох. Он считает, что это сила техники аморфной кости. В книге, которую оставила Абу, она сказала ему, что для того, чтобы прорваться на 8-й уровень техники аморфной кости, он должен получить мощный удар, ломающий кости. И атака Бунхо идеально подходит для этого. Толстяк подходит к Орику и спрашивает, как он понял, что ему нужна ярость, и не пропускал ли он занятия, когда они это проходили. Затем Орику решает продолжить тренировку, и Бунхо говорит, что он больше не разозлится, если поймет, что Орику специально его провоцирует. Ну, на этот раз у Орику есть другой способ, и он бьет Бунхо по лицу, чтобы разозлить его. Они продолжают тренироваться, и на закате Бунхо радостно идет в свою комнату с опухшим от ударов Орику лицом. Орику тоже поражен тем, как быстро его друг продвинулся в развитии. Он 20 раз использовал мощную темную сталь, и когда Орику попытался отразить удар,
ему показалось, что его кости вот-вот расплавятся. Но это ранение сделало его сильнее, и он почувствовал леденящую энергию в костях, что доказывает, что он достиг 8-й ступени техники аморфных костей. Той ночью Орику идет в гостиницу в городе, чтобы увидеть Ри, которая спит без одежды. Услышав стук в окно, она встает и пугается, увидев Орику. Она избивает его до синяков за то, что он подглядывал за ней, а Орику извиняется и объясняет, зачем пришел. Абува сказал ему, что он может следить за своим прогрессом с помощью техники внутреннего наблюдения, но он еще не научился ей, поэтому пришел за помощью. Ри тоже любопытно, как он вырос, и она решает помочь ему. Они садятся и берутся за руки, и Ри посылает немного Кая в тело Орику. Она просит его направить Кай по телу и рассказать, что он чувствует. Орику говорит, что чувствует множество путей, которые простираются на большое расстояние. Ри говорит ему, что это его меридианные линии, которые циркулируют в его теле, и он развил их всего за 2 года благодаря лечебным ваннам. Вскоре Орику устает от внутреннего наблюдения, и Ри говорит ему, что это сложная техника. Проходит месяц, и все это время Орику постоянно тренируется с Бунхо. Теперь Макфат стал гораздо сильнее и может контролировать свою силу, и Орику не может справиться с ним, используя только свои жалкие приемы. Банхо обезоруживает его, а затем наносит удар темной сталью. Орику пытается блокировать удар руками, понимая, что может остановить атаку. В итоге у него сломаны обе руки. Но он только смеется над этим, потому что это поможет ему лучше использовать технику аморфных костей. Риа называет его сумасшедшим мазохистом и предлагает снова использовать технику внутреннего наблюдения. Орику садится медитировать, и на этот раз он видит больше, чем просто дорожки. В конце дорожек он видит сотни столбов света, некоторые из которых сияют золотым цветом. Риа говорит ему, что столбы — это его кости, и то, что они светятся золотым цветом, означает, что техника аморфных костей работает. Она поздравляет Орику с хорошими результатами и говорит, что когда все столбы засияют золотым светом, он перейдет на 8-й уровень техники аморфных костей. И тогда он сможет собирать Кай. Орику считает, что до этого еще далеко, и пока он планирует немного разнообразить свои тренировки. Поэтому, когда он в следующий раз встречает Банхо, он говорит ему, что они идут в город, чтобы поесть вкусной еды. Банхо с радостью идет с ним, но когда они доходят до гостиницы, он изо всех сил старается не заходить внутрь, потому что все еще боится Ри. Орику пытается затащить его внутрь, но замечает, что гостиница закрыта. Вдруг Ри выглядывает из окна, чтобы посмотреть, что происходит. Орику говорит, что они должны поговорить за ужином, и она неохотно приглашает его в VIP-комнату, где подает им простую лапшу. Она объясняет, что ее работники внезапно уехали домой, поэтому она закрыла гостиницу на несколько дней. Затем она спрашивает Орику, зачем он пришел, и он отвечает, что хочет испытать настоящий бой, чтобы стать сильнее. Для этого он хочет снова пройти испытание Лазурного пика вместе с Бунхо и Ри в своей команде. Бунхо говорит, что он не сможет пройти испытание, но Орику говорит, что близнецы из их прошлого испытания были как люди, которые преодолевают свои пределы. И он сразу же соглашается присоединиться к нему. Рии приходится подкупить ее лекарственными травами, которые она может продать за большие деньги, и она тоже соглашается. Орику объявляет, что они отправятся в путь через неделю, потому что за это время он хочет достичь 8-го уровня аморфных костей. Он продолжает тренироваться с Бунхо, чтобы стать сильнее, и просит Рии присмотреть за ним, потому что, согласно книге, которую оставил Аби, у него могут возникнуть трудности во время прорыва, и кто-то с большим запасом внутренней энергии может помочь. Следующие 5 дней он проводит в VIP-комнате гостиницы, готовя свое тело к настоящему прорыву, и во время внутренней медитации все его кости начинают светиться золотым светом. Теперь остался последний шаг — синхронизировать все кости, и Орику начинает медитировать, чтобы сделать это. Внезапно он начинает задыхаться от боли, потому что чувствует, как из ниоткуда появляется огромный столб света. Он понимает, что это активация аморфной кости, которая образовалась в результате синхронизации всех костей. Тело Орику начинает болеть, когда появляется гигантский столб света, и он громко кричит, чувствуя, как его тело разрывается на части. Рии быстро реагирует и рассеивает всплеск энергии, ударив его по голове. Орику благодарит ее за спасение своей жизни, а она отмечает, что он довольно силен, раз смог выдержать такую боль. Вскоре Орику идет регистрировать свою команду для участия в испытании на Лазурном пике. Старший там отказывается принимать его, потому что в его команде нет лидера, и Орику решает сам стать лидером. Старший приводит закон, согласно которому лидер должен быть как минимум 6-го уровня сбора ключей, но Орику отвечает законом, согласно которому для участия в испытании не требуется никакой квалификации. Старший все еще пытается придумать другую причину, но у Орику есть печать его мастера, и, используя ее, он заставляет старшего подчиниться ему. Затем Орику берет заполненный бланк, но по дороге понимает, что не знает полного имени Рии, хотя они были близки последние 2 года. Он решает спросить ее об этом и идет к воротам, где его ждут Эр и Пхо.
Рии очень хочет пройти испытание, но Орику просит ее указать свое полное имя в бланке. Иначе их не пустят на Лазурный пик. Она говорит ему, что ее полное имя Рии, и у нее нет фамилии. Орику записывает это в формуляр, а затем они используют телепортационный круг, чтобы добраться до места назначения. Тем временем лидер секты и двое старейшин ждут прибытия седьмого старейшины высоко над вершинами. Они говорят о том, что 100 лет назад никто, кроме Абу, не верил в него, а теперь он стал одним из самых сильных членов секты. Вскоре появляется седьмой старейшина, окруженный темными облаками, и он удивлен, увидев, что лидер его ждет. Все приветствуют его и говорят, что хотят услышать истории о его путешествиях, а старейшина смиренно благодарит их. Он рассказывает, что нашел свое племя, которому было тяжело, но он не мог найти свою давно потерянную семью. Один из старейшин возвращает ему контроль над Лазурным пиком и извиняется за инцидент с Абу, но седьмой старейшина не против. Он замечает, что кто-то проник на Лазурный пик, и лидер секты использует свои способности, чтобы увидеть прямую трансляцию происходящего. Он потрясен, увидев там Рию с Орику, и боится, что они разрушат экосистему Лазурного пика. Что же, эти опасения не совсем беспочвенны. После долгих тренировок лидер секты научился видеть возможные варианты будущего, и то, что он только что увидел, было одним из них. Все поражены и говорят, что с этой техникой их лидер непобедим на поле боя. Но он не согласен, потому что его способности далеки от совершенства. Тем временем Орику и его друзья добрались до своей первой цели. Они планируют добыть ягоды Кармен, которые охраняет свирепый змей-монстр. Он замечает их и тут же стреляет в них лучом. Рия принимает удар на себя и отлетает в сторону. Ароку уже собирается отомстить за нее, но она возвращается полная ярости и душит змею. Ароку говорит ей, что собирался разобраться со змеей, но она отчитывает его, говоря, что у змеи было полностью сформированное духовное ядро. И даже люди, которые на 2 ступени выше него, не смогли бы с ней справиться. Боно удивлен, что Рия так легко справилась со змеей и даже не пострадала. Он говорит о слухах, что она связана с главой секты. А Рик, который пытается заставить Бунхо замолчать за грубость, не стесняется признать, что она незаконно рожденная дочь главы секты. Она начинает свой рассказ с того, что 30 лет назад девятихвостая лиса напала на их секту, и тогда 4-й Хокаге победил ее. Ароку говорит ей, что она говорит о другом аниме, и Рии приходится вернуться к теме. Она говорит, что девятихвостая лиса была древним чудовищем, которое могло соперничать даже с самыми могущественными культиваторами. Она представляла угрозу для всего мира, поэтому глава секты решил запечатать ее самым мощным заклинанием секты. Однако он не мог полностью использовать это заклинание, потому что был недостаточно силен. Поэтому с помощью 2 старейшин он собрал достаточно ключей в регионе и использовал их, чтобы активировать заклинание. Чтобы заклинание сработало, ему также нужен был сосуд для жертвоприношения, в котором можно было бы запечатать девятихвостую лису. И этим сосудом стала Рия. Глава секты запечатал девятихвостую лису в ее теле, где она до сих пор и находится. Это придает ей врожденную силу, но в то же время лишает возможности ее развивать. Орику говорит, что в таком случае она выглядит как старушка лет 30 и получает удар в лицо. Затем он говорит, что она должно быть ненавидит своего отца за то, что он не дал ей развиваться, но Рит не обращает на это внимания. Однако она ненавидит то, что он всегда пытается ее баловать, чтобы загладить свою вину. После этого она решает возобновить их тренировку, но внезапно Орику получает мгновенное сообщение, которое приводит его в зал собраний. Там его ждут лидер секты и 3 старейшин, и Орику приветствует их, прежде чем спросить о новом парне. Все смеются, а затем лидер представляет 7-го старейшину, который хотел встретиться с Орику, услышав о его подвигах. Штейн очень рад встрече с Орику и замечает, что он очень похож на своего учителя Абу. Орику обижается на это замечание, но 7-й дарит ему подарок. Он дает ему очень дорогую пилюлю, которая сделает его сильнее, а также разные подарки для Оу, так как они близкие друзья. Орику не может поверить, что Оу дружит с таким богатым парнем. Затем лидер секты просит 7-го снять капюшон, и Орику немного рассекает, увидев его. Однако все смеются, и тогда Орику наконец понимает, почему Абу дружит с 7-м. Вскоре после этого Орику знакомит 7-го со своими друзьями, и они удивляются, узнав, что он хозяин Лазурной вершины. Однако он не против, чтобы они взяли немного целебных трав, и даже дает им мини-печь для их обработки. Позже, когда они ужинают, Севен говорит, что знаком с техникой аморфных костей Абу и хочет посмотреть, как продвигается работа Орику, войдя в его тело. Орику быстро прикрывает свою 5-ю точку, когда говорит Севену, чтобы тот остановился, но тот уверяет его, что просто хочет понаблюдать за ним. Он с удивлением обнаруживает в теле Орику золотые столбы света, а в центре главный столб,
который является аморфной костью. Севан хвалит Орику за его успехи, но говорит, что они еще не завершены. Он рассказывает, как можно улучшить технику, и даже предлагает таблетку, которая поможет ему мгновенно прорваться. Он призывает свою скромную статую свободы и достает золотую таблетку, которую они с Абу сделали вместе, которая поможет Орику перейти на следующий уровень. Он принимает таблетку и чувствует, как энергия разливается по всему телу. Позже он спрашивает Севена, почему тот так ему помогает, и тот отвечает, что это в счет долга перед Абу. Он объясняет, что когда-то давно был всего лишь рабом, которого привезли в эту страну. Тогда Абу нашла его и увидела в нем большой потенциал. Она вдохновила его стать культиватором, и это изменило его жизнь. Через несколько дней Абу возвращается в секту, и старейшины отчитывают ее за то, что она устроила неприятности с их соперниками, сектой Сёкио. Все собрались перед залом, чтобы посмотреть, как разворачивается драма. Некоторые студенты плохо отзываются об Абу, говоря, что из-за этого она может потерять свое положение старейшины, но когда приходит Орику, они сразу же убегают. Орику разговаривает с двумя сестрами, которые рассказывают ему, что сейчас представители секты Сикио обсуждают наказание Оу, но кажется, его это не волнует. Внутри секты разворачивается драма. Старейшина секты Сикио обвиняет Оу в распространении ложной информации об их секте и подрыве репутации. Рэй и старейшины пытаются убедить его, что они не знают, правдива ли эта информация, но старейшина секты Сикио пытается заставить их согласиться, что они просто хотят спасти Оу. Тем временем Оу дает показания другим старейшинам, и они ей верят. Но очевидно, что люди за пределами секты тоже не будут доверять их показаниям. Вскоре Орику встречает Орику с конфетти в руках, чтобы поздравить ее с тем, что она снова попала в неприятности, и спрашивает, что случилось. Она рассказывает, что путешествовала по равнинам, добывая материалы и зарабатывая деньги, когда наткнулась на небольшую секту, которая пыталась обмануть людей. Они распространяли листовки, в которых говорилось, что каждый может стать культиватором, и использовали этот слоган, чтобы заработать много денег на доверчивых людях. Орику спрашивает, не было ли никого, кто мог бы рассказать об этом, и Орику отвечает, что даже местные власти были заодно с мошенниками. Но самое худшее еще впереди. Она рассказывает Орику, что мошенники учили людей использовать технику кипячения крови, которая сокращает продолжительность жизни в обмен на силу культивации. Орику говорит, что это несправедливо, что людей обманывают, заставляя отказываться от своей жизни в обмен на силу, а Орику удивляется, что она решила с этим бороться. Он спрашивает, что она сделала и как в это вмешалась секта искателей. Абу говорит, что сначала она подралась с одним из мошенников из секты, который был ей под стать. Она победила его одним ударом, а потом туда пришел старейшина секты, чтобы сразиться с ней, но потерпел поражение. После этого пришел старейшина из секты Сейки. Орику смеется над этой историей, говоря, что не знал, что Абу такая героиня и борец за справедливость. Она говорит, что просто хотела подразнить мошенников, а потом улетела на своем волшебном бамбуке. Ирику жалуется, что это не похоже на его учительницу. Ари приходит и говорит, что не надо недооценивать Абу. Она говорит, что в секте Раи было 100 учеников в золотую эпоху, и Абу – одна из 10, кто выжил. Более того, она стала старейшиной, используя свою собственную технику, преодолев трудности, связанные с ее необычной духовной основой. Ри говорит, что Абу потратила все свои деньги на тренировки, а Орику говорит, что она, должно быть, имела в виду алкоголь. Раи замечает, что алкоголь – это божественное лекарство, которое делает Абу сильнее. С другой стороны, старейшины приносят свидетельство Абу о правде на бумаге лидеру секты, и он просит передать его их гости, мастеру Шио. Шио паникует, прочитав это, и спрашивает лидера секты, пытается ли он все еще защитить Абу. Лидер отвечает, что нет необходимости ее защищать, потому что она ничего не сделала плохого. Он говорит Шиха, что если он хочет доказать свою правоту, то должен предоставить какие-то доказательства. Эти слова задели его за живое и оскорбили его как старейшину секты Сикио, которая сейчас возглавляет союз крупнейших сект. По правде говоря, Шио стоял за этой поддельной сектой, которая обманывала людей. Он контролировал правительство и заставлял людей заниматься техникой совершенствования, которая сокращала их жизнь, и все это ради своих исследований. Шида долгое время топтался на месте, в то время как его подчиненные быстро его обгоняли. Под давлением чувства безысходности он решил ставить опыты на обычных людях, чтобы получить новые знания. Все шло хорошо, пока не появился Абу и не разрушил его планы. Теперь Шио боится, что секта Сикио узнает о его злодеяниях, и тогда его сурово накажут за то, что он опорочил ваше имя. Он готов на все, чтобы замять это дело. Он говорит лидеру секты, что даже не взглянул на бумагу и поверил, что все так и было, а значит, он строит против него козни. Лидер говорит, что письменное свидетельство предназначено только для него,
потому что все остальные здесь поверили О в первый раз, когда она рассказала им, что произошло. Даже те, кто обычно не ладит с Абу, соглашаются, что верят ей, и Шио спрашивает их, готовы ли они сражаться с сектой Сикио ради нее. Однако у лидера секты тот же вопрос к Шио. Он спрашивает его, будет ли секта Сикио воевать с сектой Рёйкин только из-за одного старейшины, который больше не может приносить результаты. Шио в ярости и говорит, что секта Сикио никогда их не простит. Внезапно в комнату входит Ому и начинает дразнить Шио за то, что тот полагается только на репутацию своей секты. Шио благодарит других старейшин за доверие, а затем поворачивается к Ому и говорит, что пора бы уже разобраться с этим. Она говорит, что если не считать секса, это проблема между ними двумя, и они должны решить ее в поединке 1 на 1. Шио ошеломлен, потому что Ому должна быть очень уверена в себе, раз бросает ему вызов, хотя она на целую ступень ниже его. Более того, если он примет вызов, то не сможет жульничать. Поэтому он решает использовать свой особый предмет, меч 8-го уровня, который стоит сотни миллионов. Ому начинает пускать слюни, представляя, как продаст его, и тогда глава секты переносит всех на арену для дуэли. Ученики тоже замечают дуэль и собираются вокруг, чтобы посмотреть шоу. А Року пользуется моментом и устраивает соревнование по ставкам, в котором участвуют все студенты. Тем временем Шио говорит Ому, что если она проиграет, то согласится на все, что написано на бумаге, а если он выиграет, то она должна забрать свои претензии обратно. Ому повышает ставки и говорит, что если она выиграет, то сможет свободно пользоваться им, а если он выиграет, то она заберет его божественное снаряжение. После этого Шио заключает клятву, в которой соперники по дуэли ставят свое развитие на честный бой. Они не могут получить никакой внешней помощи и не могут убить своего противника. Затем Шио ударяет по арене мечом, превращая ее в землю для тактического преимущества, потому что его духовная энергия — это земля. Он начинает атаку, посылая в Аби каменные шипы, но она подпрыгивает, чтобы увернуться от них, а затем останавливает их, просто коснувшись бамбуковым мечом. Оби стоит на вершине шипов и говорит Шио, что нужно стараться лучше. Он замахивается мечом и посылает в нее облако пыли. Аи легко его рассеивает, но Шио использует предыдущую атаку, чтобы отвлечь ее внимание. Оби блокирует его атаку, и ее бамбуковый меч ломается. Шио гордится своей маленькой победой и спрашивает, хочет ли она продолжить, но она насмехается над ним, говоря, что ей не нужен настоящий меч, чтобы справиться с таким, как он. Она создает еще один бамбуковый меч из воздуха и говорит, что ей даже не нужен настоящий меч, чтобы сразиться с таким, как он. Шио нервничает, потому что понял, что у Аби больше боевого опыта, чем у него. Он решает использовать свою специализацию и применяет множество заклинаний, чтобы вымотать ее. Сначала он атакует ее молнией, но Аи легко блокирует ее барьером. Его заклинания молнии бесполезны, и Оби говорит, что теперь она хочет спать. На этот раз Шива бросается прямо на нее, но даже этого недостаточно, чтобы пробить ее барьер. Он усиливает интенсивность своих молний, но барьер Аби все еще держится. Она летит к Шио, который уже потерял рассудок. Он кричит и бросается на нее, и они сталкиваются в воздухе. Оби наносит решающий удар, и Шио падает на колени. Он понимает, что у него почти не осталось сил, и удивляется, как кто-то, кто на одну ступень ниже его, может быть таким сильным. Оби говорит ему, что она не сильна, но он слишком слаб. Она говорит, что он полагается только на причудливые заклинания, но в них нет настоящей силы. Шио говорит, что это потому, что он исследователь, а не боец, а УГУ говорит, что это просто оправдание неудачника. Она говорит, что его методы слишком жестокие и больные, поэтому она и положила конец его мошенничеству. Широ огрызается, говоря, что он был на пороге революции. Если бы его исследования увенчались успехом, он бы создал новый золотой век совершенствования. Оби спрашивает его, как бы это произошло, если бы все, кто использовал его технику, умерли. Он страстно говорит о том, что это несправедливо, что некоторые люди рождаются без потенциала, и его техника помогла бы им стать сильнее. Оби медленно хлопает в ладоши, а потом говорит ему, что мир совершенствования никогда не был справедливым. Она утверждает, что когда кто-то достигает своего предела, он должен осознать свое положение и сдаться. Она говорит Шиве, что в погоне за совершенствованием он забыл основы и поэтому проиграл. Он признает свое поражение, услышав это, и отдает Аби свой драгоценный меч. Он говорит, что придет с официальными извинениями, если у него будет шанс, прекрасно понимая, что за свои преступления он получит пожизненное заключение или смертную казнь. Широ уходит, но по дороге встречает другого члена своей секты. Мужчина по имени Каса насмехается над ним за то, что он неудачник, и Шио готов наброситься на него. Однако Каса двигается быстрее, чем он успевает заметить, и приставляет меч к его шее. Он говорит Шио, что тот самый большой неудачник в секте, и решает наказать его прямо здесь. Шио говорит, что не может этого сделать без официального суда, но Кашо все равно использует запрещенное заклинание и превращает его в осла. Он знает, что у секты Рёйкин были неопровержимые доказательства против него, и его бы точно наказали после суда. Кассио приказывает ученикам Шио возвращаться домой, потому что ему нужно кое-что сделать. После этого он идет в гостиницу и встречается с информатором, который дает ему информацию о Рёйкин и их секте. Прочитав ее, Кашо приходит в ужас и понимает, что Кашо совершил большую ошибку, вступив с ними в конфликт.
конфликт. Он отправляет своих учеников собрать больше информации о секте Рёйкин и отправляет еще одно сообщение лидеру секты. Лидер думает, что это взятка, чтобы Шио молчал об этом, но, надев очки, он видит сообщение и подарок и приходит в замешательство. Он зовет другого старейшину и показывает ему гамбургеры со слиным мясом. Старейшина собирается их съесть, но лидер секты говорит ему, что мясо в них принадлежит Шио. Он это увидел с помощью своих способностей предсказателя. Лидер говорит, что недавно появившаяся секта мошенников была очень близко к их территории, и, по словам седьмого, в последнее время появилось много фальшивых сект. Лидер говорит, что обеспечение мира в регионе – это обязанность секты Рёйкин. Поэтому он планирует отправить учеников, которые пробыли в секте меньше 10 лет, разобраться с преступниками, которые наводнили общество. Старший не уверен в этом, потому что в прошлом они уже пытались что-то подобное сделать, и это плохо закончилось. Кроме того, ученики, которые пробыли в секте меньше 10 лет, довольно слабые, и он беспокоится за них. Лидер смеется и говорит, что если бы это было легко, то это не было бы испытанием. С другой стороны, шпионы Касси ищут слабое звено в клане Рейкин, когда видят, что Ароку бежит в сторону леса. Они узнают в нем своего бывшего ученика и думают, что он может стать их слабым звеном, поэтому следуют за ним. Однако, когда они добираются до леса, они теряют Ароку. Они чувствуют какое-то движение в кустах и настороженно смотрят туда, но на них нападает только маленький лис-монстр. Они пытаются отогнать его, но монстр бьет их током. А потом, наконец, появляется Ароку. Он спрашивает двух парней, что им нужно, и они без предупреждения нападают на него. Но они ему не равня, и он легко побеждает их. Затем он идет к реке, где после долгой разлуки встречается с Каем. Тем временем двое учеников докладывают, что Ароку сильнее, чем должен быть. И Каса понимает, что больше нельзя недооценивать секту Рёйкин. А Ароку приносит чай Абу, который сомневается, что он отравлен, но понимает, что вкус у него просто неприятный. Орику спрашивает ее, как ей удалось победить седьмого старейшину, и Абу ударяет его по лбу, чтобы прочистить мозги. Это не помогает, и она понимает, что он достиг 9 уровня техники аморфного меча. Абу удивлена, потому что не учила его этому, и Орику говорит, что седьмой помог ему достичь 9 уровня. Абу смущается, когда слышит это, а затем Орику переходит к теме и спрашивает, что произошло во время их последней дуэли. Он хочет знать, как она смогла победить того, кто был на ступень выше нее. Абу говорит ему, что она находится на стадии Джиндан, которая считается 4-й высшей стадией, но путь к ней не обязательно прямой. Она считает, что даже не продвигаясь дальше, она может стать сильнее и достичь божественности. Но это только ее теория. После этого она решает научить Орику технике аморфного меча, и он готов. Ому говорит ему, что существует около 20 вариантов этой техники, но для него есть только 2. Она предлагает ему выбрать между путем выносливости и путем мудрости, и Орику, будучи ботаником, выбирает мудрость. Затем Абу говорит ему, что сначала он должен каждый день собирать кай. Затем он должен практиковать навыки владения аморфным мечом, которые представляют собой комбинацию всех остальных навыков владения мечом в мире. Ому говорит, что ее техника поможет ему победить в любом стиле меча в мире, но Орику говорит, что это слишком подозрительно. Ому бросает перед Орику толстую стопку начальных техник владения мечом и говорит, что он должен сначала их освоить. Это не так уж сложно, и он осваивает это за несколько дней. После этого Абу говорит ему, что теперь он должен комбинировать элементы разных техник владения мечом, чтобы создать свою собственную. Орику говорит, что она шутит, но она утверждает, что это не так. Она говорит, что техники владения мечом предназначены для того, чтобы убивать других, и у каждой техники есть свои слабые места. Поэтому она хочет, чтобы Орику был гибким и создал технику, которая будет развиваться вместе с ним. Она желает ему удачи и улетает, сказав, что у нее есть срочная работа. Орику решает пойти к Рее за советом, но обнаруживает, что ее гостиница закрыта. Он возвращается в столовую, чтобы поесть, и размышляет о слабых местах техник владения мечом для начинающих. Это легко сделать, но комбинировать их не так просто. Пока он размышляет, туда заходит сумасшедший повар и спрашивает, неужели ее еда настолько плоха, что он не может сосредоточиться на еде. Орику говорит, что она слишком много думает, и рассказывает, что Абу попросил его создать свою собственную технику владения мечом. Повар очень удивлена, услышав это, и спрашивает, почему он так нерешительно подходит к решению проблемы. Она говорит, что он ничего не добьется, просто представляя техники в уме, потому что они предназначены для практического применения. Орику говорит, что его техника начинается с мудрости, а затем он начинает действовать. Однако повар останавливает его и говорит, что мудрость – это не то же самое, что интеллект. Она говорит, что мудрость приходит с опытом, а он не получит этого, просто представляя техники. Орику говорит, что тогда она должна помочь ему с тренировками, потому что такая мудрая девушка, как она, должна быть мастером меча. Шеф-повар отрицает это, но затем Орику внезапно нападает на нее. Она блокирует его атаку вилкой, и тогда он сразу же просит ее стать его учителем. Шеф-повар соглашается и вскоре появляется в костюме рыцаря
рыцаря, чтобы сразиться с Орику. Она более искусна, чем Орику ожидал, и они продолжают тренироваться вместе целых 2 месяца. Вскоре после этого созывается собрание всех учеников секты, и Аруку, как обычно, опаздывает. Он садится впереди с другим учеником-наследником, а затем лидер секты начинает собрание. Лидер и старейшины объясняют, что их отправят с миссией в обычный мир, где они будут совершенствовать свои индивидуальные способности. Старейшины продолжают болтать об этом еще некоторое время, и Орику заканчивает свою лекцию всего одной фразой. Он считает, что секта Райкен в последнее время ведет себя слишком тихо, так что они, должно быть, пытаются сделать что-то серьезное, чтобы повысить свою репутацию. Позже Омбу поучает Орику отнестись к миссии серьезно, потому что ему придется написать отчет на 5000 слов, описывающий ее. Он уверяет ее, что для такого ботаника, как он, это не составит проблемы. Затем Абу говорит ему, что он также должен использовать этот шанс, чтобы разорвать свои эмоциональные связи с миром простолюдинов, потому что, как самосовершенствующийся, он собирается пойти совершенно другим путем, чем они. Она говорит ему, что самая большая разница между обычным человеком и культиватором заключается не в силе, а в продолжительности жизни. И это означает, что каждый культиватор увидит, как его друзья и семья умирают у него на глазах. Арю это не очень волнует, и он начинает просить Абу дать ему немного денег на путешествие в мир простых людей. Она говорит, что у нее нет денег, и Арю спрашивает, куда она дела добычу, которую они забрали у Шио. Он замечает в ее руках самый дорогой в мире алкоголь и понимает, что она потратила все деньги, чтобы его купить. Но у Абу есть подарок для Арю. Она дает ему копию меча размером с зубочистку, который на самом деле является легендарным мечом Шио. Она говорит Арю, что это мощное оружие, но им очень трудно управлять. Внутри меча спит дух тысячелетнего меча, и даже Абу не может его контролировать. Арю прикасается к мечу и внезапно оказывается в сознании духа. Дух предстает перед ним в виде красивой рыжеволосой девушки, и Арю неловко здоровается с ней. Дух представляется как Райан Шу и говорит, что она верно служила многим хозяевам, которые владели этим мечом. Ою тоже появляется там и спрашивает Райан Шу, все ли будет хорошо с Орю, и немного подумав, говорит, что впереди их ждет интересное путешествие. Хобу говорит Арю, что поскольку Грианшу очень старый дух, его будет трудно контролировать, и она может попросить главу секты стереть ее воспоминания, чтобы было легче управлять ею. Арю говорит, что ему это не нужно. Он утверждает, что у него большой опыт общения с бабушками и дедушками, так что он справится и с Райаншу, но она злится, что ее сравнивают с бабушкой. Вскоре все ученики отправляются в мир простых людей.